Доброго времени суток. Сегодня будем устанавливать Android Studio для того, чтобы разрабатывать приложения для мобильного устройства для андроидов. Пару слов о себе. Первое образование у меня гуманитарное, поэтому вот запустил этот блог, чтобы любой человек, который не программист, может посмотреть, как установить окружение, как его настроить и как запустить путем диктовки, голосового ввода, создавать код. Чем мои стримы отличаются от инструкции, которые кто-то дает? А в основном, что я встречал, это, говорят, 20 минут, и я создал сайт. Но когда обычный человек, не программист, пробует повторить, то у него ничего не выходит. Я записываю полноценные стримы, в которых вы можете все посмотреть, и у вас получится повторить. Поэтому у меня очень ценный контент. Я ловлю какие-то ошибки, и я преодолеваю сложности прямо онлайн. Поэтому мои стримы, они более ценные, несут в себе концептуальные знания архитектуры, программирования, создания IT-продукта, чем какая-то инструкция. Вот. Хорошо, сейчас начинаем. Я помню, что для того, чтобы создавать Android-приложение, нужно было устанавливать какую-то YouTube, не YouTube, а Android Studio IDE, в которой там все пишется на Kotlin, ну или я так надеюсь, что можно там на React Native написать. А что сейчас такое вот более-менее современное, продвинутое? Я помню, чем примечательна была та IDE, там можно было сразу эмулировать какой-то Android, причем выбрать, какой конкретно хочешь эмулировать, и делая разработку, можно было сразу тестировать, насколько успешно идет разработка на вот таком вот виртуальном устройстве. Что ты сейчас посоветуешь использовать для моих целей, если я хочу создать приложение? Я хочу гибридное приложение написать, желательно на React Native, чтобы сразу запускалось и на Android, и запускалось на айфонах. Вот, исходя из этого, ответь мне, пожалуйста, в 200 слов, что сейчас рекомендуешь использовать. Вот так вот мы диктуем в одну кишку, которая распознает GPT-чат, и загоняем в Sonnet. Так, для React Native в 2026 году стек такой: Expo — это твой главный инструмент. Он полностью заменяет необходимость напрямую работать с Android Studio на старте. Expo дает тебе Expo Go, приложение на телефоне, которое сканирует QR-код и сразу показывает твой код. Никакого эмулятора не нужно для базовой разработки. Expo Dev Client, если нужны нативные модули, собираешь кастомный клиент. Android Studio все равно понадобится, но только для эмулятора. Ты правильно помнишь, что AVD Manager, выбираешь любое устройство и версию Android для iOS. Нужен Xcode с симулятором только на Mac. IDE для кода, Visual Studio Code или твой любимый PyCharm, он же WebStorm от JetBrains. React Native пишется на JavaScript, TypeScript, не Kotlin. Рекомендую стартовый путь. То есть ты предлагаешь, в принципе, любую IDE и Cloud Code накидает код в любую IDE. То есть нет необходимости устанавливать именно Android Studio. И потом мы будем использовать Expo Go, чтобы тестировать на реальном устройстве, а не на какой-то виртуалке. У тебя получается такое предложение.
Интересно, интересно, интересно. Если не надо ставить дополнительное окружение, и это будет даже именно прикольно. Да, именно так, с одной оговоркой. Если тестируешь только на реальном устройстве, Android Studio не нужна вообще. Ставишь Expo Go на телефон, сканируешь QR, и все работает. Если захочешь эмулятор Android Studio, придется поставить, но только ради AVD менеджер виртуальных устройств. Сам код в ней не пишешь. Для старта я бы рекомендовал вообще забыть про эмулятор. Реальный телефон удобнее, быстрее показывает реальную картину. Expo Go на Android и на iPhone одновременно, и сразу видишь, как выглядит на обеих платформах. Кстати, да, это супер. Итого твой минимальный стек Visual Studio Code PyCharm, пишешь код, Cloud Code генерирует и правит код, Expo Go на телефоне тестируешь живьем, Node.js нужен как рантайм для Expo. Android Studio опционально только если дойдет до эмуляции конкретных устройств или финальной сборки APK. Интересно, интересно, интересно. Хорошо, получается, нам не нужно ставить Android Studio, и на этом, наверное, видео это надо заканчивать. А у меня был, если честно, план такой, что я установлю Android Studio, разверну там какую-то виртуалку мобильного телефона, и вот такое вот видео будет, но все проще. Вы можете продолжать использовать IDE, ну, как у меня PyCharm, или Visual Studio Code, или Anti-Gravity, или Cursor, что вы используете, и не нужно нырять в Android Studio. Круто. Все, вот такое вот короткое, наверное, будет видео. Мобильные приложения, они достаточно популярны, потому что, ну, очень много людей являются пользователями, и поэтому создавать мобильные приложения – это прямо уровень, уровень. Кстати, мне уже пришел Дунс номер, поэтому я уже завершу скоро создание своего Google аккаунта. Кстати, да, давайте еще спросим. Что насчет выкладывания своего продукта в Play Market? Понадобится ли нам Android Studio? Ну, то есть из Android Studio выкладывание в Play Market упрощается, или то же самое можно сделать из того же PyCharm? Ну, то есть я бы предпочел делать все из PyCharm. Какие твои мысли по этому поводу? Потому что написать код часто это сейчас уже быстрее, чем пройти все проверки юридические и выложить. Для публикации в Play Market Android Studio тоже не нужна. И вот почему. Expo ES Build – это облачный сервис от команды Expo, который собирает твой APK AAB прямо на их серверах. Ты просто запускаешь команду из терминала в любой IDE. Expo забирает твой код, собирает подписанный AAB файл в облаке и возвращает тебе готовый. Никакого Android Studio, никакого локального Java Kotlin окружения. Очень классно. Дальше этот AAB просто загружаешь вручную через браузер, там обычный веб-интерфейс, даже есть еще проще Submit платформа Android. Эта команда сама заливает билд в Play Market через API, без захода в браузер. Итого, берут ли они за это какие-то деньги? Ну, то есть звучит очень интересно, звучит очень прикольно, только в чем выгода этому экспо заниматься этим всем? То есть, может быть, все-таки нужно установить Android Studio, чтобы самостоятельно собрать этот проект, не отдавая свои данные какому-то облачному сервису? Мгм. Хороший вопрос, давай по-честному разберем. Цена ES Build, фри план
0 в месяц дает 15 билдов для Android и 15 для iOS в месяц. Для старта и публикации одного приложения это более чем достаточно, я согласен. Стартер-план 19 в месяц дает 45 кредитов на билды и приоритетную очередь. Но есть альтернатива локальной сборки. Локальная сборка. ESCLI поддерживает локальные билды, то есть можно собрать APK прямо на своей машине командой ESBuild Local, без отправки кода в облако, но для этого придется поставить Android Studio. Она нужна для SDK, чтобы собрать нативный APK локально. Итого. Так, я запутался. С одной стороны, EASCLI поддерживает локальные билды, то есть можно собрать APK прямо на своей машине командой, без отправки кода в облако. Но для этого придется поставить Android Studio. Она нужна как SDK, чтобы собрать нативный APK локально. Так Android Studio нам нужен или не нужен? Странно, непонятно. Понимаю путаницу, давай четко. Android Studio не нужна, если используешь ES-билд в облаке FreePlan. Android Studio нужна только если хочешь собрать APK локально на своем компьютере. Я хочу. Ладно, давайте тогда все-таки установим Android Studio. Так, download and install Android Studio. Ну, вроде бы у меня все соответствует. Next. Проверь requirements, условия. Ну, да, вроде бы все более чем, даже, может быть, в несколько раз. Процессор i9. Я думаю, все нормально. Ох, как долго она спрашивает. Download Android Studio. Install Android. Ну, я думаю, загрузить для начала. Так, развернем на весь экран. Предлагает не локальную версию, а с облаком и с Gemini внутри. Ничего не скачивается. Я не понимаю, что делать. Запускаем тогда браузерного агента. Так, запускаем браузерного агента, потому что тут сложно что-то найти. Моя задача просто скачать для обычного Windows Android Studio, которая работает локально. Дай мне, пожалуйста, ну, тыкни, чтобы она начала скачиваться. Не могу найти в интерфейсе. Облачная мне не подходит. С Gemini внутри, ну, можно, если это бесплатно, но желательно, чтобы просто голую студию. Так, где она здесь? Вот и до 10 слов. Где ты?
9 до 10 слов. Ну, и теперь вот ему даем какую-то задачу, потому что иногда он, ну, не всегда понимает, что он в браузере. Он, ну, давайте сразу дадим ему право все делать. А то он предлагает план и говорит, что согласно этому плану сейчас будет действовать. Даем ему полную свободу. Так, он куда-то что-то... не шевелить. Делает скриншот. Видите, он, ну, как-то лучше нашел. О, все, нашел. Я читал, download, Panda 3. Ну, его можно останавливать. Ох, ну, на самом деле очень помогает. У нас идет со скоростью. Ну, скорость неплохая. Учитывая то, что мы сейчас загружаем 1 гигабайт. И, наверное, правой кнопкой Open when done. Ну, шустро идет. То есть вот 1,3 гигабайта уже закачались. Так что скорость достаточно быстренькая. Ну да, где-то там 400. Хорошо. Так, у нас идет загрузка Android Studio. Он спрашивает разрешение. Я ему разрешаю установиться и погнали дальше. Дальше. Так, это глобальная установка, не в рамках пользователя, а сразу на все. Да, инсталлировать. Достаточно быстренько все идет. Интересно будет сразу там подключиться к клауду. А по идее, да. Next, finish. Он, да. Не отправлять статистику, допустим. Welcome. Next. Стандарт, custom. Ну, давайте стандарт. Next. Принимаю. Дальше. Лишние вкладки уже закрываем. Скорость у нас хорошая, там сколько, 1 гигабит заявленных и фактических TCP 300-400. Так что все идет очень шустренько. Так, разрешить ли процесс?
Да. Финиш. Ну, окей. Ам, на самом деле я бы создал просто новый проект и оттестировал, не подключая там что-нибудь. Так, язык Kotlin. Вот здесь вот я уже под вопросом. Тут давайте спрашивать у Клауда, что мы будем делать. У меня есть вопрос. Вот я все-таки установил Android Studio и сейчас создаю проект. Я думаю, в любом случае я буду создавать проект на GitHub и потом его стягивать, но сейчас хочу тестировать, что Cloud Code работает в терминале. И в будущем, когда я создаю какой-то проект, то нужно ли мне создавать язык Kotlin, или я должен выбирать вот какой-то из гибридных языков? Вот что здесь в этой настройке выбирать? Так, какие у нас вообще? Тут вообще варианты только Kotlin и Java. Так, закрой это окно, оно тебе не нужно. Этот диалог создает нативный Android проект на Kotlin. Это совершенно другой путь, не React Native. Если создашь проект отсюда, то попадешь в мир Kotlin, Great XML, разметки, и Cloud Code тебе там поможет хуже. И на iPhone это не запустится. Правильный порядок. В твоем случае Android Studio ты уже установил хорошо, она тебе понадобится только как источник Android SDK и эмулятора. Но проект создается через терминал, не через ее интерфейс. А вот этот терминал может быть прямо в PyCharm. Открываешь встроенный терминал и запускаешь эти команды. Cloud Code работает поверх этого же проекта. npx create expo app my app, cd my app, npx expo start. Коротко, Android Studio только для эмулятора и SDK, новый проект только через create expo app в терминале, язык TypeScript, JavaScript. Получается, у нас путь такой, что я создаю при помощи терминала Cloud Code внутри PyCharm React Native проект, заливаю его на GitHub, потом стягиваю его в Android Studio и тестирую на эмуляторе, если что, собираю там же APK без ограничения по количеству, да, то есть там не ограничен там 15 в месяц или еще что-нибудь такое, то есть такой план. Почти правильно, но есть одна неточность. В Android Studio проект не стягиваешь и не открываешь. Правильный путь — создаешь проект через терминал, PyCharm Cloud Code, заливаешь на GitHub, да, Android Studio работает в фоне. Ты просто запускаешь эмулятор через AVD Manager, возвращаешься в PyCharm, запускаешь npx expo start и нажимаешь A. Expo сам создается к запущенному эмулятору. Android Studio как IDE не участвует. Окей. Хорошо. Ну, тогда что? Поздравляю. Android Studio установлена, и она для создания приложения не будет использоваться. Мы будем в ней уже собирать итоговый файл, который будет экспортирован в Play Market, а работать будем в нашей любимой IDE. У кого какая. Вот. Финансового вам благополучия, пусть все получается. Если досмотрели до этого момента, ну, значит, у вас такая выдержка шикарная, значит, вы будете миллионером, миллиардером или уже им являетесь.
Если нравится контент, пожалуйста, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь. Все, пусть все получается.